Совсем недавно, годовщине уничтожения малайзийского Боинга Евро-Украми, голландский журналист Макс ван дер Верф выпустил документальный фильм, наделавший много шума в ЕС. Помимо прочего, в ленте содержится утверждение о том, что военные НАТО собирались открыто вмешиваться в войну в Донбассе на стороне Киева. Вы читали пророческую книгу уроженца Донбасса Глеба Боброва «Эпоха мертворожденных». В этом ставшем культовом романе писатель предрек гражданскую войну на Украине, сумев разглядеть в череде исторических событий неуклонное движение евроукров в сторону кровавого конфликта. «Эпоха мертворожденных» впервые была издана в 2008 году, а в 2014 ее зачитывали до дыр, ужасаясь дару предвидения автора. В главном Бобров оказался прав. Война действительно началась. В деталях он ошибся, потому что Россия не бросила Донбасс, а вояки НАТО не решились открыто вмешиваться в конфликт. Между тем, они хотели это сделать. Такое утверждение содержится в документальном фильме голландца Макса ван дер Верфа, посвященного уничтожению малайзийского Боинга Евро-Украми с целью последующего обвинения ополченцев и России. Вот что пишет по этому поводу сайт «Страна.юа», который я однажды недавно назвал антироссийским, а некоторые из вас меня за это корили. Может, конечно, он и не антироссийский, но ополченцев Донбасса зовет почему-то сепаратистами. Впрочем, речь сейчас не об этом. Цитирую публикацию, посвященную фильму ван дер Верфа. В фильме также говорится о том, что после крушения Боинга планировалась некая спецоперация НАТО в Украине, что представители Альянса с помощью 9000 военных собирались атаковать ДНР и добраться до Крыма, но операция была отменена. К этой версии со скепсисом отнеслись даже в российских экспертных кругах. С того момента, когда эта подготовка перестает быть делом одной страны, за исключением пары США-Британия, и то под вопросом, и становится совместной, на любой секретности можно ставить крест. Это будет известно любому уважающему себя журналеру, пишет военный эксперт Илья Крамник у себя в Facebook. Что такое 9000 человек с техникой? Это дивизия. Для ее доставки потребуется не менее 200-300 тяжелых военно-транспортных самолетов, не считая пассажирских для личного состава. Часть личного состава поедет в транспортниках. Такую группировку в одиночку способны осилить только США, и для этого им потребуется задействовать весь списочный состав своих тяжелых частей военно-транспортной авиации. Прописью. Весь. Глобальный. От Гонолулу до Гонолулу. Крамник, конечно, это голова, и я ему палец в рот не положил бы, но есть нюанс. Если голландский журналист приврал и никакой операции в планах НАТО не было, то откуда взялось то, на что указывал мой коллега-политолог Владимир Корнилов? Сейчас все обсуждают фильм Макса ван дер Верфа о MH17 и его сообщение о том, что натовцы готовили спецоперацию в Донбассе летом 2014 года. Многие эксперты восприняли это со скепсисом. На самом деле, детали операции публично обсуждались военными в Нидерландах. Ой, и правда. Вот скрин страниц ведущего голландского издания, и там обсуждали именно это. Зрада? Именно она. Возможно, оценив масштаб подготовительных мероприятий, на которые указал Крамник, натовцы просто передумали. Но что план вмешательства обсуждали, это факт. Почему бы всем этим людям, которые с безумными глазами без конца перетирают в либеральных студиях вранье об ответственности России за сбитый Боинг, не обсудить, по какому праву НАТО хотело вторгнуться на Донбасс? Только недавно слышал. Сидят два эти марамоя на «Эхе Москвы» и убеждают миллион слушателей, что MH17 сбила Россия. То есть следствие засекречено, суда не было, а они уже льют грязь. И эти же ушлепки в других своих передачах в свиной голос орут о необходимости институтов и о праве. Как тут не поверить конспирологам, утверждающим, что целью украинских истребителей был не малайзийский Боинг, а российский борт номер 1, на котором летел Владимир Путин? Впрочем, даже если отбросить конспирологию, то все равно ясно, что НАТО с радостью бы помогло убивать русских в Донбассе, если бы не вмешательство России. Потому что это русские, православные, такие же, как сербы, которых натовцы гуманитарно бомбили в 99-м. Однако наша страна нынче не та, что была в 99-м, и потому в 2014-м прогноз Глеба Боброва о натовском вмешательстве в Донбасскую войну и победе евроукров не сбылся. Тем не менее, пусть этот несбывшийся прогноз и свежий фильм голландского журналиста служат нам напоминанием о том, что верить так называемым западным партнерам нельзя ни на грош.